Как и любой неформат, они вызывают интерес. Размеры делают интригу еще острее. Разочаровать может лишь одно – никакое туристическое бюро Вены не возьмется организовывать для вас экскурсию внутри этих сооружений. Лучшее, что вы можете себе позволить – посетить Дом моря, который разместился в одной из зенитных башен. Название в данном случае говорит само за себя. Все это громадье строилось для зенитных установок противовоздушной обороны. Внутри железобетонных стен были еще складские помещения, убежища для гражданского населения, автономный водопровод, источник электроэнергии, пекарня и много чего еще. Зенитные башни Люфтваффе или просто флагтурм – одно из любимых изобретений Гитлера. Он хотел обезопасить главные города Рейха от налетов вражеской авиации. Простая система ПВО охраняла периметр предместий, и отдельные асы противника через нее все равно просачивались. Чтобы не возникало даже желания сделать это, фюрер и приказал изобрести нечто, что могло бы обеспечить концентрированную огневую мощь зенитных орудий. В первую очередь ставилась задача защитить центральные кварталы Берлина, Гамбурга и Вены. Реализации проекта могла помешать городская застройка. Тяжелым зенитным орудиям требовался сектор обстрела 360 градусов и угол подъема ствола не ниже 30-40. Тогда-то и родилась идея создавать бетонных монстров, которые стояли бы вровень или даже выше окрестных зданий. К реализации грандиозных планов организация Фрица Тотта, выполнявшая ключевые военно-оборонительные заказы, подошла со всей серьезностью. Муниципальные власти Вены, да и других городов, где строились флагтурмы, убедились в этом несколько позже, когда столкнулись с проблемой их утилизации. Вписать в городской ландшафт такое чудо архитектуры сложно. Эстетического смысла они лишены, но и снести не получится. Стены толщиной до 2,5, крыша 3,5 метра. И все это скреплено фортификационным немецким цементом. О прочности конструкции венских флагтурмов говорит такой факт. В 1946 году в башне, которая стоит в парке Аугартен, взорвался склад боеприпасов. Взрывом снесло перекрытие 2 этажей, приподняло крышу, а внешние стены едва дрогнули. Разрушительные возможности современной взрывчатки наверняка больше, но применять ее рядом с жилыми домами или исторической застройкой никто не станет. Они ведь тоже могут пострадать. Единственный выход – найти башням новое применение. На сегодня в столице Австрии 6 подобных сооружений. Ровно столько, сколько и было построено к январю 1945 года. Вена стояла третьей в очереди за Берлином и Гамбургом. Возводились они парно, по принципу каждой огневой башни – башня управления. То есть одна осуществляла расчеты, координировала огонь, а другая выдавала на гора килотонны боеприпасов крупного калибра. Известно, что один из флагтурмов, который сегодня находится во дворе Министерства обороны Австрии, нацистские вожди планировали переделать после войны в монумент Победы. Но для современного города проку от их фашистских планов ровно 0. И все же башни нашли применение. В случае катастрофы, химической или биологической атаки, она станет убежищем для политического руководства страны. Подземные ходы от нее ведут к западному вокзалу Вены. Оттуда в самом крайнем случае можно улететь в безопасное место вертолетом. Ну а чтобы помещение не простаивало зря в ожидании часа X, в нем разместили компьютерный центр, разработанный Академией Министерства обороны. Его миссия – мониторить ситуацию и координировать действия правительства в чрезвычайной обстановке. Башни в парке Эстерхази по-своему примечательны. Та, которая использовалась под радиолокационную станцию, первая нашла применение в гражданском секторе. Какое-то время здесь размещалось общежитие, обсерватория, а в конце 1950-х в бункер переехал Дом моря, который работает в качестве центра по изучению и сохранению ценных видов водоплавающих. Для жителей Вены это океанариум и зоопарк в одном флаконе. В 2021 году здесь запустили еще один, 4-й резервуар для океанической фауны. Модернизация была нешуточная. Правда, не забыли и про интересы местных экстремалов. По одной из железобетонных стен рукотворной скалы для скалолазов-любителей было проложено более 20 маршрутов. И все они, как обещает собственник, будут сохранены. Частный владелец появился вместе с новым обликом флагтурма. И это первый такой случай.
Во всех остальных, в том числе и на территории Германии, башни принадлежат либо муниципальным властям, либо государству. И еще 2 башни находятся на территории парка Аugартен. Жители Вены любят это место за насыщенную культурную жизнь. Здесь расположена галерея, каждый год устраиваются фестивали фильмов опер под открытым небом. Портят картину только серые бетонные глыбы. Правда, одну из них все-таки приспособили к мирной жизни. В ее практически бездонном чреве разместили электронный архив. Не верится, что он занимает все свободное пространство. С этой задачей вообще вряд ли кто-то справится. В парке Аренберг одну из башен передали Музею прикладного искусства. Известный на весь мир дизайнер и менеджер Петер Новер, будучи директором, даже пытался проводить внутри выставки. Хотел саму башню сделать частью инсталляции, водрузив над ней стеклянный купол. Увы, все закончилось очень быстро. Проект прикрыли, едва Новер покинул должность. Остались одни хранилища. Что интересно, на все эти попытки устроить, применить, интегрировать флаг-турмы в городское пространство жители Вены взирают очень хладнокровно. Никто не призывает власти к ответу, не предлагает устроить общественную дискуссию. Людям словно до лампочки, кто и что сделает с этими громоздкими уродцами, да и сделает ли вообще. Отчасти в таком поведении есть смысл. Хуже все равно ничего не будет. Правда, есть признаки и совсем другой мотивации. В обиходе местные частенько упоминают какие-то уши Микки Мауса. Странно для города, в котором нет Диснейленда. Он тут действительно ни при чем. Имеются в виду флаг-турмы. Если не обращали внимания, посмотрите еще раз и скажите, что вам напоминают круглые зенитные площадки на уровне крыши. Вот-вот. В общем, если не любовь, то какое-то примирение с фактом существования этих сооружений у многих венцев уже произошло. А что, может и правда они не так плохи?